Всем привет! Продолжаем серию сравнительных видеообзоров, вспоминая легендарные советские автомобили. Также сравниваем масштабные копии разных эпох, которые копируют один и тот же прототип. Герой сегодняшнего видео – внедорожник УАЗ-469, он же в народе Козлик. Почему его так прозвали, не знаю, скорее всего он скачет по кочкам как сумасшедший. И у меня в коллекции есть как новодельные китайские аналоги, так и старые советские модели, но сегодня я вам приготовил новодельную российскую модель, которая покупалась где-то под конец 90-х годов. Эта модель еще комплектная, но, к сожалению, она страдает цинковой чумой, разваливается буквально на глазах и уже вклеивал дверки, также была вклеена крышка багажника, зафиксирован тент, и у модели отвалилось лобовое стекло и сломался кронштейн на капоте. И этот новодельный российский вариант мы сравним с изделием из серии «Автомобиль на службе» номер 8 и также с европейским аналогом российской журнальной серии «Автолегенды СССР». И в российском издании «Автолегенды» этот УАЗик выходил тоже под номером 8, и он поступил в продажу 26 мая 2009 года. В киосках на то время эти выпуски продавали за 300-320 рублей. Машина из серии «Автомобиль на службе» появилась чуть позже, 3 декабря 2011 года. Если посмотреть на старые советские УАЗики, то их выпуск начался в 1981 году. Первая партия носила индекс А34, и на самых первых моделях была металлическая рама. Затем в 1986 году раму стали делать из пластика, хотя, насколько мне известно, с 91 по 94 год УАЗики выпускались опять с металлической рамой. И, конечно, был ряд изменений за период производства этой масштабной копии. Например, на ранних УАЗиках была хромированная облицовка радиатора, на более поздних моделях ее стали делать из неокрашенного пластика, и самые последние варианты имели решетку радиатора, изготовленную вместе с корпусом масштабной копии. Ну и, конечно, были различные раллийные модификации, вместо тента стоял каркас безопасности и автомобили в довольно причудливых вариантах окраски. И давайте начнем именно с российского новодельного экземпляра. У меня, к сожалению, с этой моделью не осталось оригинальной упаковки, но коробочка по дизайну не сильно отличалась от той упаковки, которую я показывал в рамках серии видеороликов, и вы можете посмотреть другие видеообзоры, если вы их не видели раньше. И автомобиль окрашен в довольно реалистичный темно-зеленый защитный цвет, но, конечно, на краске уже проглядываются различные трещины, также довольно много сколов, стеклышко я прибрал, чтобы оно не потерялось. И у этого автомобиля салон сделан из черного пластика. У меня на раннем УАЗике сиденья и тент сделаны в сером цвете. Изначально у этого автомобильчика открывались дверки. Еще раз повторюсь, свои элементы я уже вклеил, потому что они тоже потрескались, и если их пытаться открыть, они, скорее всего, рассыпятся. Также изначально сдвигался элемент с запасным колесом, и можно было откинуть крышку багажника, но опять же здесь все вклеено, потому что эти детали уже не держатся. На крышке багажника присутствует небольшой огонь заднего хода, это прозрачная пластиковая деталь. Также вполне хорошо изготовлены задние фонари, и здесь они уже из оранжевого пластика. На ранних УАЗиках эти детали были темно-красного цвета. Колесные диски очень примитивные. Опять же, здесь они серого цвета, на ранних УАЗах они были в хроме. Покрышки более-менее нормальные. Кстати, у них вполне хороший протектор, и по диаметру эта резина вполне соответствует настоящему колесу. И подобные покрышки можно устанавливать на журнальные модели, и не факт, что новодельные китайские покрышки лучше, чем это российское изделие. Во всяком случае, российские покрышки не оплавляют колесные диски. Капот уже тоже изменил свою форму, его повело, все в микротрещинах, и покажу вам, как выглядит сломанный кронштейн. Детализация двигателя тоже есть, что-то похожее на воздушный фильтр, другие агрегаты, также есть радиатор охлаждения. Можно посмотреть, как сделана светотехника.
Решетка радиатора здесь черного цвета. Еще раз повторюсь, на ранних УАЗиках она была в хроме. И вот так выглядит нижняя часть. Вполне хорошо детализирован карданный вал, задний мост, передняя балка. И, кстати, интересно то, что здесь есть индекс А34, но еще раз повторюсь, это не номерная, а новодельная российская модель. И настоящие номерные УАЗ-469 первых годов выпуска. Есть эксперты, которые различают эти масштабные копии по цветам, также по дизайну отдельных узлов. Я небольшой эксперт, поэтому точные даты изготовления этих масштабных копий, если не сохранилась оригинальной упаковки, назвать вам не смогу. И давайте посмотрим на китайский аналог. И надо отдать должное, у китайцев вполне хорошая масштабная копия УАЗика. Она сделана на формах East Models, и точно такой же УАЗ вы могли приобрести в улучшенном исполнении. И в коробочке от East я видел такие УАЗики в бежевом цвете, а темно-зеленых модификаций в продаже не встречал. Возможно, они существовали. И на этот автомобиль я уже поставил покрышки от Maestro Models по простой причине, потому что боялся, что оригинальная китайская резина оплавит обод вполне хорошего колеса. Задние фонари здесь круглой формы, установлены регистрационные номерные знаки. На российской модели были таблички с надписью УАЗ. И эта модель немножко отличается по тону темно-зеленого, а других отличий, помимо регистрационных номерных знаков, вы не найдете. Салон из черного пластика, окрашенного в массе. Теоретически у этой масштабной копии можно демонтировать тент, но присутствует перемычка на оконных рамках, и если вы хотите сделать вариант кабриолет, вам нужно будет ее спилить. И, кстати, тент здесь полностью из прозрачного пластика, и уже сверху нанесено лакокрасочное покрытие. Я как-то пробовал перекрашивать эту деталь, и когда начал снимать краску, удивился, почему она полностью прозрачная. Ходовая часть тоже вполне хорошо детализирована, отдельная бочка глушителя, также вполне хорошо проработаны мосты, они съемные, вы можете использовать эту модель как донор запчастей. И, кстати, еще одно интересное наблюдение, был милицейский УАЗик из серии «Автомобиль на службе», и у него был неправильно сделан передний мост, там редуктор находился посередине. И давайте посмотрим на последний экземпляр из серии «Автомобиль на службе». Здесь машина в довольно симпатичном темно-зеленом цвете, и она в ливрее военной автоинспекции. И по большому счету этот УАЗик не сильно отличается от гражданской модификации. Единственное, добавили маячок на крышу и наклеили декали. И, кстати, из этой модели можно с легкостью сделать обычный гражданский зеленый вариант. И опять же на этом УАЗике я поставил харьковские покрышки от Maestro Models. Хотя по цене они выходят точно так же, как еще одна модель из журнальной серии. Хотя посмотрел, сейчас цены даже на старую журналку немножко подросли. И такой УАЗик за 320 рублей в магазине вы не купите. Он будет стоить 600 и выше. Хотя на вторичном рынке эти модели порой попадаются по 100-150 рублей. Правда, их продают со вскрытыми блистерами и иногда без журнала. Хотя журнал можно найти в электронном виде. Днище у этого УАЗика точно такое же. И если сравнить два автомобиля, новодельный российский с китайским, то, конечно, китайская модель лучше передает образ настоящего прототипа. И опять же, еще один момент. У меня новодельная российская модель зачумела, и она уже изменила свою геометрию. И вы как раз отчетливо можете видеть, здесь раздуло кузов, и задняя колесная арка практически закрывает покрышку на колесном диске. И сложно сказать, сколько этот УАЗик еще протянет. Машину мы рассматриваем в ежегодной рубрике, посвященной цинковой чуме, но, я думаю, осталось жить ему недолго.
Пишите ваши комментарии, какие УАЗ-469 есть в ваших коллекциях. Возможно, у вас тоже есть машины из серии «Автомобиль на службе», «Автолегенды СССР», возможно, более дорогостоящий вариант в коробочке East Models, а также интересно узнать, какие советские и российские УАЗики вы собираете. Если вам понравился данный видеоролик, не забывайте поддержать его лайком. Вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке. Жмите на колокольчик, если вы не сделали этого раньше. Если вы не подписаны на мой канал, то самое время подписаться. Можете также посмотреть другие видеоролики и подписывайтесь на мой второй канал, там тоже выкладываются разнообразные видео на те модели, которые я не демонстрирую на этом канале. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока.